Всем привет! Сегодня хочу поделиться самым главным в игре Ark Raiders. Это опытом в виде 7 правил рейдера. Написанное не кровью, болью, психологическими травмами и сгоревшими задницами. Спустя 300 часов геймплея я не буду душнить вас очевидными заезженными темами. Разборами оружия, обвесов, лодаутов, все это полная херня. Тут просто наводим перекрестие на голову и стреляем. Если не получилось, пробуем снова до тех пор, пока не получится. Я ударю своим видео самую суть, поэтому срочно нужно поставить лайк, так как алгоритмы ютуба в очередной раз могут похоронить мой шедевральный контент. Большой обзор по Ark взорвал интернет, и всем огромное спасибо за поддержку. Если вы вдруг забыли подписаться на мой канал, то успейте это сделать сейчас. Осталось буквально 990 тысяч до миллиона, поэтому сделайте это сейчас, чтобы потом не пожалеть. Всем приятного просмотра. Далее все сказанное – мой субъективный опыт. Я не претендую на истину в первой инстанции. Инцелы из комментариев по-любому знают как лучше. Чуваки, я с вами даже не спорю, только черпаю ваш бесценный опыт, а я снимаю шляпу. Правило первое – это прокачка умений. Я не вайпался и в итоге пожалел. Если проект в долгосрочной перспективе вам интересен, то это необходимо будет сделать. Хотя бы пройти первую экспедицию и получить дополнительные 5 очков умений. Я скидывал уже древо навыков 3 раза, и один хер мне малость не хватает до желаемого результата. Сейчас таким образом выглядит мое итоговое древо умений, и как можно понять по моим вкачанным навыкам и моему контенту, я PvP ориентированный игрок. Но тем не менее, первое, что нужно в навыках, это обеспечить свой максимальный мувмент. Движение — это жизнь. Не столь важно, лутаете вы дома крестьян в деревне, либо сражаетесь за респект на дамбе. Второе по важности — это полевой крафт первой ступени, а именно бинты и ремонт щитов. 5 тряпок — это бинт, 5 резин и 1 батарейка — это устройство перезарядки щита. Поэтому любой уничтоженный арк — это практически всегда батарейка, из которой можно сделать уже перезарядку для щита. Также сама по себе батарейка может быть помещена в тактический слот и перезарядить часть вашего щита. Это как самый крайний вариант. Важно, чтобы были хотя бы какие-то единицы энергощита, это уже будет работать как снижение урона. Вторая ступень крафта, исходя из моего опыта, не имеет смысла вообще. За 300 с лишним часов я пользовался ей дважды. Один раз сделал рейдерский ключ и один раз травяной бинт, чисто по приколу. Упарываться в брешь безопасности, то что советуют многие ютуберы из пуси лобби, затея для PvP игрока менее оправдана, чем раскидать эти навыки в более значимые умения. К тому же брешь уже много раз то апали, то фиксили, но тем не менее она так или иначе кормит, выбор, конечно, за вами. Если вы full PvP игрок, то все-таки рекомендую собрать древо более функциональное, чем упороться в брешь безопасности. Важные навыки для PvP, помимо мувмента, это выживаемость. Предлагаю снять розовые очки и стать реалистами. Вы будете очень часто ползать в нокауте на коленях. Как и все другие игроки, которые играют сквадами и занимаются PvP составляющей в этой прекрасной игре. Вместо грабежа домов крестьян и игры на флейте в PvE лобби. Поэтому вот эти навыки также очень важны для игры в пачке. Они позволяют вам быстрее двигаться и дольше находиться в нокауте, раздавая полезную информацию для своих тиммейтов, привлекая к себе лишнее внимание врагов и даже иногда позволяет впитывать урон со стороны противника. Второе правило – правило лутинга. Сначала лутинг, потом шутинг. Чтобы типам, которые вас будут разбирать, было не так обидно, что вы им ничего не принесли. Это, конечно, шутка, но ваш лутинг в PvP подборе, помимо сбора расходников и пушек с типов дохлых, должны вас обеспечивать базовыми ресурсами для поддержания своей экономики. Важно понимать, что не все то золото, что блестит, а именно, есть ряд предметов низкой стоимости из стрёмного грейда, которые будут у вас практически всегда в дефиците. Это пружины, простые детали оружия, масло и химикаты для крафта взрывчатки. Также эти предметы можно приобрести у торговки Селесты за семена, которые таскает ваш петух. Делайте это постоянно, чтобы закрыть вопрос с дефицитом таких предметов. Мой совет – не храните патроны на складе в огромном количестве. Вы можете их просто покупать, это не так дорого, но очень круто экономит место на вашем складе. Микросовет для PvP игроков: убили типов, нашли усилитель добычу 3 выживший. Сразу же его оформляем в потайной карман. Это экономия ресов
И при неудачном стечении обстоятельств это бесконечный лодаут. Также в потайном кармане носим всегда часть своих расходников. Например, 1 дефиб у меня в слоте, 2 в трусах. 1 стерильный бинт в слоте, 2 в трусах. 2 травяных бинта в слоте, 3 в трусах. Противник, лутая вас, не должен улыбаться. Он должен сожалеть о том, что потратил на вас пули. По этой причине прочность применяемого вами оружия никогда не должна превышать 60%. Это просто грешно. Пару слов об экономике. Я никогда не крафчу оружие, кроме строчильщика. Ну потому что он тупо из мусора делается. И тем более не апаю ганы. Это делают другие игроки для вас. Исключение может составить, например, подобранный охотник 3-го левела. Ну или какой-то другой метовый ган. Его уже апнуть в 4-й уровень с 3-го не будет считаться зашкваром. Своим строчильщиком убить людей были попытки? Конечно. Так, подожди, еще раз. Скольки лет ты пользуешься строчильщиком? Чисто для протокола. 17. Для 17 лет. И ты считаешь, что он убивает людей? Конечно. Я тебе больше скажу, он не то чтобы убивает, он еще и возрождает новых. Хочу порекомендовать магазин игрового доната и пополнения донатов нет. Качественный сервис для пополнения донат валюты ваших игр, а также самых популярных платформ. Донатов нет, быстро, четко и с выгодой. Многие позиции будут дешевле, чем в официальных игровых магазинах, и это очень круто. Есть возможность участвовать в бесплатных ежедневных раздачах халява за полученные вами дикоины. Пополнение происходит мгновенно, без передачи вашего аккаунта и данных, просто по ID. А регистрируясь по моей ссылке, вы получаете автоматический купон со скидкой еще на 5%. С донатов нет? Донаты есть, а ссылка и купон в описании. Правило третье, самое объемное, это правило файтов. Геймплей PvP подбора в пачках выглядит всегда одинаковым без исключения образом. Каждому файту в 99% случаев подключаются другие рейдеры, вообще без исключения. Первый выстрел, первый фаер абсолютно на всех навигаторах PvP игроков Спиранцы маршрут перестроен. Исключением будет лишь неразумное удаление от места файта. Поэтому, по первости, советую играть на периферии карты, если вы не очень опытный, и не ввязываться в самый первый файт, дабы не испортить себе впечатление от PvP заруб за респект. Догруз на 16-й минуте это вовсе неплохой вариант, это лишь означает то, что вам уже никто не зайдет в спину. А ваша основная задача будет добить ласт пачку, которая по праву себя называет боссами качалки этой карты. По тактике боя всегда все кажется непредсказуемым, но на самом деле все супер стандартно и проходит совершенно по одному сценарию. Едва разделавшись с одной пачкой, вам нужно не снимать последние рваные трусы с противника, а первым делом отремонтировать свою жопу на фулл. Обязательно перезарядить оружие, прежде чем лезть в инвентарь трупа. Если у вас хватило смелости начать, либо присоединиться в самый первый файт на карте, то по моим наблюдениям за 300 часов PvP подбора в сквадах у вас в среднем и в лучшем варианте 1 минута до необходимости отражения новой атаки. Залипнув в инвентарь противника, вы очень рискуете быть доставленным Спиранцу в мусорном пакете в очень глупой позе, поэтому лутайте быстро расходники, патроны, пушки, самое необходимое. Подключаться к файтам это абсолютная база и норма в Ark Raiders, да и во всех других подобных проектах. Только делать это нужно максимально эффективно и с полным пониманием того, что происходит. Возможно, я вас удивлю, но вы, вероятно, не самая умная пачка на этой карте. Так как, залетая в начавшийся файт, вы инициируете так называемый бутерброд, оставляя пачку аутсайдеров под двойным огнем. Но если делать это неосторожно, а тем более с невыгодной позиции, вы легко оказываетесь на месте пачки аутсайдеров. И уже вас зажимает с тыла новая пачка, которую вы пропустили, которая спешила на звуки стрельбы. Вероятность такого исхода огромнейшая. И в таком случае вас отхуярят ногами с такой силой, что будет пропущенный от матери. С смс-кой: «Роднуля, как ты там? Что-то утроба болит». Возможно, даже отправят открытку в WhatsApp. Таким образом, ваш с первого взгляда гениальный мув на допушивание разбитой группы оборачивается гэнгбэнгом, но, увы, в вашу сторону, причем максимально пассивно. От фронтальной недобитой, но живой группы и прибывшей свежей группы с тыла. Поэтому есть 3 проверенных разрешения такой ситуации. И, как говорится, все 3 неверные. Первое, если вы точно понимаете, что разобьете остатки аутсайдеров и уверенно допушите фронт, то занимаете их место и готовитесь к приему next файта.
Опять же, если эта позиция позволит вам забрать сектора. Так делается, когда по итогу файта больше половины рейдеров в нокауте, и у вас есть все-таки уверенность, что вы совершенно точно переезжаете их всех. Второй вариант — просто немного подождите. Я уже говорил, что вы, вероятно, не самая умная пачка на этой карте. И как только группа победителей начнет лутаться на трупах, их с огромной вероятностью начнут жестко переезжать рейдеры, о существовании которых вы почему-то не знали, но догадывались. Поэтому для удачного пуша должен быть подходящий момент. Если момента нет, нужно подождать. Возможно, момент создадут за вас другие рейдеры, либо арки. Привыкайте больше слушать и как можно меньше издавать звуков самому, анализируя обстановку кругом. Третий вариант — инициировать файт и, не дожидаясь первых признаков попадания в бутерброд, оттягиваемся в фланг либо в тыл. Вероятность того, что после вашей перетяжки файт возобновится через 10 секунд, огромная, потому что, как я уже и говорил в начале этого правила, на любой файт идут все пачки. Вообще, если вашей целью не является просто жестко запиздиться за респект и сдохнуть в первые 6 минут карты, а именно грамотно пофайтиться и выйти живыми, да еще и с лутом, то бежать как бык на красную тряпку, услышав самые первые звуки стрельбы на карте, вообще не лучшая идея. Да, возможно переехать абсолютно все пачки одну за другой за счет скилла и удачи. Но статистика говорит о том, что чаще всего у вас все-таки будет экспресс-доставка в Спиранцу в мусорном пакете. Но такой безбашенный геймплей все равно приносит удовольствие, так что какая разница. И подпункт этого правила — это ПВЕ. Нельзя недооценивать ПВЕ фактор. Это самый ублюдский фактор в игре. Даже хуже, чем если вас запушат сразу несколько пачек. ПВЕ аннулирует весь ваш шанс на стелс, говнит уроном, дезориентирует и ломает позицию. Поэтому либо этим пользуемся во благо, дожидаясь, когда противники отвлекутся на ПВЕ сами, и это уже можно использовать как окно для возможности пуша. Либо сейвимся при помощи арков. К примеру, дожидаясь эвака, можно позвать ракетчика, чтобы он летал над точкой эвакуации и таким образом стригерился на подходящие к вам пачки. Во всех остальных случаях мгновенно устраняем уроном в ассист любой дрон, который мешает вашему файту. Использовать ПВЕ как элемент боя — это повсеместная история. Для этого есть, например, гранаты-приманки и сканеры стукача. Либо просто дефолтный агр ракетчика, прыгуна, бастиона в область файта. Стригеренные арки автоматически будут переагриваться на ближайшую пачку. Вам лишь стоит ловко выйти из зоны обнаружения и дождаться момента. Хочу дополнить это правило выводом. Если у вас цель выйти из рейда условно победителем, а не побороться за титул самая глубокая анальная трещина аспиранции, и дабы не испортить впечатление от рейда в целом, то основным правилом файтов будет наравне с концепцией придерживаться адекватной тактики все-таки умение вовремя остановиться. Объективно, все, что вы найдете в поверженных рейдерах, вы не унесете. Большую часть оружия разберете на месте, на детали для ремонта. А если это понесете, то высокая вероятность, что вас пристрелят по дороге как сутулую собаку, потому что вы самая настоящая алчная сволочь и лудоман, которая ползет еле-еле с перевесом в сторону эвакуации. Поэтому 2 красиво разбитые пачки, не обоссанных бесплатников, конечно, а хорошо заряженных типов, будет вполне достаточно, чтобы идти на эвак, возместив все свои расходы и пополнив схрон на несколько рейдов вперед. Еще один момент, если все-таки играем в PvP режиме алчного принципиального царя горы, который хочет уничтожить все пачки на карте, то мой совет, и он же верняк 100%. Чуваки, не горите. Терпите, даже 5-7 слитых каток в ноль к ряду спокойно окупит одна, но очень жирная победа, в которой вы станете боссом качалки. Ну, либо убьете босса качалки. Потому что арсенал, который будет вам доступен в секонд-хенде, пушки, расходники и прочее, перекроют ваши лузы и даже придадут уверенности, что вы не за чертой бедности для next трейдов. Дохнут вообще все. Все постоянно подыхают. Эта игра такая. Здесь очень много X-факторов, которые невозможно предусмотреть и повлиять на них. Но с полной уверенностью могу сказать, что основное ваше оружие — это терпение и внимательность. Не в смысле прилипнуть жопой в темный угол, сидя на бутылке, а просто не лезть в самый первый файт. Чё, блять? Правило 4. Метки. Проверка противника метками.
И вообще все делать метками. В игре очень классная система меток. Просто один тык на ебучее колесико мыши заменяет вам 20 слов и 30 нервных клеток. И все сразу становится понятно. Не нужно уточнять расстояние, направление, скорость, рост, вес, форму одежды и так далее. Одна метка вместо миллиона коммуникаций и сложное описание рельефа и подходов к объектам. Если вам неудобно стрелять и одновременно нажимать метку, перебиндите метку на боковую кнопку мыши и заебите своих тиммейтов, наслаждающихся топографическим кретинизмом, своими охуительными и точными метками на противников. А как туда Ромчик, залезть? Спасибо, первая метка. Очень удобно, наконец-то. Ну слева нахуй, ну вы чё, блядь? Если, возможно, вам что-то показалось в кустах, в какой-нибудь тени, либо в окне, попробуйте поставить несколько меток прямо в этот пиксель. Возможно, вы попадете в локоть, колено или хуй рейдера, который нюхает угол либо срет в кустах. Особенно играя в пачки, где файты возникают мгновенно, это может быть решающим фактором и самой важной и нужной информацией в матче. Также метками можно аннулировать эффект смока. Если успеете нажать на метку, ваш противник будет подсвечен в смоке кое-какое время. Короче, метки это имба, и ими нужно пользоваться всегда. Че, это получается почти командный выход? Командный пакет, что ли? Или чё? Вот это, знаешь, вот эта клетчатая сумка, вот мы вот сейчас в ней. Правило 5. Хил и щит. Запомните одну простую последовательность при ремонте своей жопы. Сначала ХП, потом щит. Это спасет вам жизнь и не раз. Щит не забирает весь урон, а снижает в процентном отношении его. Если у вас, например, 10% хп и full щит, он не спасет вас от урона, который вас отправит прямиком в мусорный пакет. Поэтому лечите здоровье по максимуму. Каждый хп может зарешать. Также, играя в пачке, у вас должен быть хотя бы один обоссанный дефибриллятор, даже если вы идете вообще нищим бомжом. Дефиб это не только быстрый подъем, но и подъем с половиной хп. Вы экономите расходники своих товарищей, поэтому отсутствие дефибов должно волновать не только лично вас, но и ваших товарищей. Всегда обговаривайте этот момент, как и многие другие перед началом рейда. По типу, с каким вы оружием идете, какое тактическое снаряжение берете, кто взял рейдерский ключ и так далее. Все это складывает в голове нужную картину для предстоящего файта. Правило 6. Бомж. Ты сегодня чистил свой строчильщик? Конечно. Это хорошо. Перед применением Нормально. всегда нормально. нужно строчильщик чистить. Строчильщик. Не вздрочильщик, а строчильщик. Бесплатный билет – отличный вариант для соло-игры, пока у вас не нормализуется экономика. Но не стоит плотно садиться на это дерьмовое снаряжение. Да, оно дает доступ к контенту, но тем не менее, если можно так выразиться, вы медленнее растете как рейдер в PvP. Во-первых, условный страх потери заставляет вас поступать иначе, нежели халявная снаряга. Вы объективно меньше думаете, вы же ничего не теряете. На мой взгляд, у вас просто меньше возможностей на бесплатке, меньше хила и тактического снаряжения, что вас сковывает в маневрах. Хотя на самом деле, возможно, это двоякая ситуация, и у кого-то это работает иначе. И появляется наоборот ступор от угрозы потери хорошего снаряжения. Это уже личный психологический аспект. Напишите, как у вас это работает, будет интересно почитать. Правило номер 7. Не будь оладушком. Люди постоянно попадаются на каких-то простых ошибках. И первое из них это обзор. Не надо смотреть всем тупо в одну сторону. Разбейте сектора. Самый простой пример, как это сделать. Ведущий лидер пачки, который всех ведет, выбирает сам свой сектор. Второй номер берет всегда тупо противоположный ему сектор. Замыкающий следит за тылом. Это как минимум вас обезопасит от неожиданностей, а также назначит виновных в случае происшествий. Меняйте плечо постоянно при открытии дверей и заходе в объемы. Это позволит вам чуть раньше обнаружить угрозу и минимизировать урон. Используйте подкаты при стрельбе префом. Это имбанутая способность, позволяющая очень быстро выкатиться на линию огня, при этом снизив свой силуэт и сбивая с толку противника. А по истечении подката вы можете кувыркнуться обратно в свое укрытие, из которого выкатились, затаймив в нужный момент кувырок. Это следует отпрактиковать и довести до автоматизма. Быстрое доставание оружия в кувырке. Важная фишка. Если у вас, например, в руках дробовик Альтуора, то по дефолту
Вы его будете доставать примерно с такой же скоростью, как едет лифт Эсперанцы на поверхность. Поэтому я использую следующий способ. Мне удобно крутнуть колесико мыши вперед и в следующее мгновение нажать кувырок вперед. По окончанию кувырка выбранное оружие будет уже выстроено в линию огня. Приучите себя так доставать всегда ган. Механически задрочите этот навык, и он вас будет часто выручать. Практикуйте утром и вечером зубной щеткой, либо при подходах к унитазу. Следующее. Изучите карты. У многих топографический кретинизм, и это вообще норма. Но в местах, где чаще всего будут происходить файты, нужно четко понимать, как обойти фланг противника или растянуть вражескую пачку. Без банального понимания плана здания, коридоров вы всегда ограничены в маневре. Поэтому, если вам позволяет обстановка, пройдите пару раз по кругу эти здания, которые вы лутали. Осмотритесь, это в перспективе даст преимущество. Это лично мой подход к таким играм. Потому что мой мозг устроен так, что пока я либо не получу пизды как собака из каждого угла, либо не сделаю какие-то ноки с этой позиции, лично не посмотрю на позицию, то у меня в голове ничего не отложится. Поэтому занимайтесь аналитикой своих ошибок, делайте выводы и запоминайте, что вас и откуда убило. Ну и в конце просто покажу свои сетапы для PvP. Сетап первый — это голодный, я его использую вместо бесплатки, либо как разминочный. Усилитель добыча 2, чтобы много унести. Ну или вообще любой какой есть. Легкий щит, само собой. Сшиватель с одним обвесом — это увеличенный магазин. Если есть еще какой-то мусор, то можно повесить на него. Либо беру наковальню. 2 перезарядки щита, 2-3 бинта травяных, либо 5 дерьмовых бинтов, 1 дефиб. Что-то кинуть по типу тяжелой гранаты, сишки или молика. Если вот так не получается одеться, то есть смысл просто регнуть бесплатку. Сетап норма, которым я обычно играю, это добыча 3 выживший, средний щит, 3 дефиба, 5 перезарядок щита, 5 травяных бинтов, 5 уебанских бинтов, стак любой взрывчатки, либо 2 смока в зависимости от настроения. В потайном кармане рейдерский ключ от люка, 2 витаминные сыворотки и 2 дефиба из 3, которые я ношу в потайном кармане. Либо в некоторых ситуациях еще беру крюк-кошку. Оружие. Охотник, только 4 левел с увеличенным магазином. Ниже 4 левела смысла 0. Можете усраться в комментариях, что охотник 1, 2, 3 левела имба за свои деньги. Ваше право, но не мое мнение. Второй вариант — сшиватель 4 в обвесе. Третий вариант — Эль Торо 4 плюс наковальня либо бунтарь. Либо вообще беру соло бунтарь. Остальное по ситуации и настроению. Игра в группе — это совершенно другие рейды, весь геймплей будет ориентирован только на файты. Игра в группе с рандомами в 80% случаев — это трата вашего времени и снаряжения. Вы часто будете попадаться с иностранцами, с европейцами. А это ментально совершенно другие игроки. Проще говоря, очкошники и бомжи. И степень подготовки и понимания будет совершенно непредсказуемой и разной. Есть множество DS-серверов, где можно найти тиммейтов и начать играть в адекватную игру командой. Также вы можете добавиться на мой сервер или в телеграм-группу и играть вместе с нами. Я всегда открыт к новым предложениям. А на этом все. Я ценю каждый просмотр и комментарий под своим видео. Всем большое спасибо за просмотр и поддержку. До новых встреч и удачи!